Вы думаете, что знаете пираний? Вы ошибаетесь. Никто не знает точно, сколько их. Ученые спорят об этом до сих пор. Одни называют цифру 30, другие – 60. Третьи утверждают, что реальное число значительно выше. В водах одной только Амазонки, крупнейшей речной системы на Земле, обитает от 30 до 60 описанных видов. И это только те, о которых мы знаем. Сегодня мы покажем вам 13 наиболее изученных и наиболее опасных. 13 существ, каждая из которых представляет отдельное решение одной и той же задачи, которую природа ставила перед собой миллионы лет. Как убивать идеально, как охотиться без ошибок, как выжить в воде, где выживают только совершенные. Мы расположим их в порядке нарастания, от сложного к невозможному. Добро пожаловать в Амазонку. 7 миллионов квадратных километров воды. Здесь каждый квадратный метр воды – это чужая территория. Амазонка – это не река в привычном смысле слова. Это система протяженностью более 6400 километров, с водой, которая в сезон дождей разливается на сотни километров вглубь джунглей, затапливая деревья до крон. В этой воде нет ничего случайного. Каждое существо здесь – результат отбора смерти миллионов особей на протяжении миллионов лет. Выжили только те, кто был совершенен. 13 из них перед вами. Пиранья не полагается на зрение. Вдоль ее тела проходит латеральная линия – система нейрорецепторов, способная улавливать малейшие изменения давления воды. Для нее ваши судорожные движения – это не просто шум, это детальная карта вашей слабости. Она чувствует ваш страх как физическую вибрацию. Это не просто рыба, это живой гидролокатор, настроенный на частоту агонии. Нападение пираньи длится доли секунды. Ее хвост, мощный и широкий, обеспечивает мгновенное ускорение. Она не преследует жертву долго. Она наносит удар из засады, используя коряги и муть как прикрытие. Это тактика «бей и беги», доведенная до совершенства. Один укус, один фрагмент. И снова в тень. Постепенная потеря крови и шок делают остальную работу. Начнем с существа, которое кажется самым безобидным. Именно поэтому оно открывает наш список. Пиранья элонгата, пиранья удлиненная. Тело узкое, почти как у небольшой рыбы-меча, длиной до 30 сантиметров, серебристого цвета с почти незаметными пятнами. В мутной воде она выглядит как тысячи других рыб. Именно в этом ее сила. Пиранья элонгата была описана наукой еще в 1858 бразильским ихтиологом Агасицем, но долго считалась второстепенным видом. Слишком маленькой, слишком тихой. Ошибка. Эта пиранья – засадный охотник. Она не преследует добычу. Она ждет, часами неподвижно держась среди затопленных корней, практически сливаясь с фоном. Ее боковая линия – сенсорный орган, тянущийся вдоль всего тела, улавливает малейшие колебания воды на расстоянии нескольких метров. Один неосторожный шаг, одно движение лапы, одна капля крови, и механизм срабатывает. Не атака. Именно механизм. Мгновенный, выверенный, без лишних движений. Укус, отступление, растворение в темноте. Добыча даже не успевает понять, что произошло. Следующий. Пристобрикон стриолатус, пиранья полосатая, обитающая в притоках Верхней Амазонки на глубинах от полуметра до 4. Длина до 25 сантиметров. Вес около 300 граммов. Небольшое существо с вертикальными серебристо-серыми полосами по бокам. В движении эти полосы создают оптический эффект мерцания. Настоящая визуальная дезориентация для любого, кто смотрит на стаю снизу или сбоку. Но что по-настоящему отличает этот вид? Это его зубы. Ни форма, ни размер. Расположение. Зубы Пристобрикон стриолатус слегка наклонены внутрь, к задней части пасти. Это означает, все, что попало внутрь, не выходит. Физика капкана, реализованная в живой ткани. Если жертва пытается вырваться, зубы входят глубже. Природа изобрела этот механизм задолго до того, как человек придумал рыболовный крюк. Глубже в систему. Теперь Серосалмус ромбеус, черная пиранья, или пиранья ромбоовидная,
Это существо другого масштаба. Длина до 45 сантиметров, вес до 1,3 килограмма. Тело темно-серое, почти черное у взрослых особей, с едва заметным серебристым отблеском. Форма – ромб, идеальный гидродинамический профиль. Cerassalmus rhombeus – одиночка. Это важно понять. Большинство людей боятся стай. Но эта пиранья охотится в одиночестве. И это делает ее предсказуемой лишь в одном – она всегда атакует. Ее укус по силе был измерен бразильскими учеными в 2012-м. Результат – 320 ньютонов на квадратный сантиметр. Для сравнения, укус крупного бультерьера – около 130 ньютонов. Это существо весом чуть больше килограмма кусает почти втрое сильнее собаки, специально выведенной для борьбы. Когда Cerassalmus rhombeus захватывает мышцу крупного млекопитающего, ее челюсти работают как промышленные ножницы, отсекая ткань чисто, без разрывов. Не рана, хирургический разрез. Мы движемся дальше, вниз по течению, где Амазонка начинает разливаться и терять берега. Здесь, в мутных затопленных низинах, живет Cerassalmus maculatus, пиранья пятнистая, 35 сантиметров. Характерные темные пятна по серебристому боку. Но не внешность делает этот вид примечательным. Cerassalmus maculatus обладает одним из наиболее изощренных поведенческих механизмов среди всех пираний. Она атакует плавники. Не тело, не мягкие ткани. Именно плавники других рыб. Этот феномен называется липидофагией, то есть поеданием чешуи и плавников живой добычи. Пиранья подкрадывается снизу и сзади, к слепой зоне жертвы, откусывает хвостовой или грудной плавник и отступает. Жертва остается живой, обездвиженной, неспособной спастись. Это не жестокость, это стратегия. Обездвиженная рыба – это гарантированная еда позже. Природа изобрела пищевые консервы задолго до человека. Теперь Pygopristis denticulata – пиранья зубчатая. Внешне почти красиво. Тело оливково-зеленое с золотистым отливом на брюхе. Длина до 28 сантиметров. В солнечном свете у поверхности она выглядит как драгоценность. Но природа редко делает красивое безопасным. Зубы Pygopristis denticulata имеют трикуспидную форму. 3 острых выступа на каждом зубе. Это не просто режущий инструмент, это терка. При укусе эта пиранья не только отсекает ткань, она ее измельчает. Скорость смыкания челюстей была зафиксирована на скоростных камерах. Контакт, захват, полное смыкание – менее 50 миллисекунд. Быстрее, чем человеческий глаз способен это увидеть. Вы не увидите укус. Вы почувствуете результат. Середина нашего списка и середина Амазонки. Ее центральный бассейн, где давление биомассы достигает пика. Здесь живет Pygocentrus cariba, венесуэльская черная пиранья, или кариба. Длина до 28 сантиметров. Окраска темно-оливковая с красноватым брюхом. Местные называют ее просто «зубастая смерть». Карибе – стайный охотник, но стая карибе работает иначе, чем принято думать. Это не хаотичная атака, это координация. Ученые из Университета Сан-Паулу наблюдали группы карибы численностью до 200 особей, которые синхронно окружали крупную добычу, разделяясь на 2 полукруга. Одна группа атаковала, вторая ждала. Когда первая отступала, атаковала вторая. Ротация. Как военная тактика, как конвейер. В 2009-м в венесуэльском штате Апуре стая карибе атаковала лодку с 4 рыбаками, опрокинув ее. Выжили 2. Это не легенда, это задокументированный случай с медицинскими записями. Идем дальше. Cerassalmus geri, пиранья Жери, названная в честь французского ихтиолога Жака Жери, описавшего ее в 1964-м. Тело стройное, почти прозрачное у молодых особей, с характерным темным пятном у жаберной крышки. Длина до 22 сантиметров. Кажется незначительной среди всего того, что мы уже обсудили. Но Cerassalmus geri обладает одной характеристикой, которая не имеет аналогов среди пираний – ее обоняние. Рецепторы в ноздрях этого вида способны улавливать кровь в концентрации 1 миллионной доли. 1 миллилитр крови в 10 тысячах литрах воды. Это не преувеличение.
– это измеренная величина. Она учует вас прежде, чем вы успеете понять, что порезались. Она движется против течения по запаховому следу, как торпеда по гидрофонному сигналу. Невидимый охотник, ведомый запахом, которого человек не почувствует никогда. Теперь существо, которое многие ученые считают наиболее интеллектуально развитым среди пираний. Катоприон менто, пиранья-вампир, названо не случайно. Длина до 14 сантиметров, самая маленькая в нашем списке, но ее нижняя челюсть выступает вперед таким образом, что зубы всегда остаются снаружи. Это существо не может полностью закрыть рот. Его зубы всегда обнажены, всегда готовы. Катоприон менто специализируется исключительно на чешуе живых рыб. Она атакует сбоку, наносит скользящий укус и соскребает несколько чешуек за раз. Жертва остается живой и нетронутой. Пиранья-вампир питается не убивая, она возвращается к одной и той же жертве снова и снова. Исследователи наблюдали особей, которые преследовали конкретную рыбу в течение нескольких часов, питаясь порциями. Хищник, который ведет долгосрочную игру, терпеливый, расчетливый. Это пугает иначе, чем мгновенная атака. Пигоцентрус надчерери. Краснобрюхая пиранья. Именно ее вы видели в учебниках. Именно о ней писали газеты. Именно ее боятся. И правильно делают. Нет смысла называть это существо обычным видом. Пигоцентрус надтерери – это стандарт, к которому природа пришла после миллионов лет оптимизации. Длина – до 33 сантиметров. Вес – до 1 килограмма. Тело – сжатое с боков, как дисковая пила. Брюхо – ярко-оранжевое или красное. Это предупреждение, которое в темной амазонской воде никто не видит. Стая Пигоцентрус надтерери – от 20 до 100 особей в норме, до нескольких тысяч в периоды засухи, когда рыба скапливается в сжимающихся водоемах. Теодор Рузвельт описал их атаку в 1914 во время экспедиции по Бразилии. Местные жители бросили в воду ослабленную корову, и через минуту от нее остался скелет. Рузвельт был президентом Соединенных Штатов Америки и видел войну, но именно это зрелище, по его собственным словам, произвело на него наибольшее впечатление. Когда стая атакует, вода буквально кипит. Не от температуры, от движения. Серасалмус спилоплеура – пиранья с синеватым отблеском, иначе называемая голубой пираньей. Длина – до 30 сантиметров. Тело – серебристое с синеватым металлическим отливом, который виден только при определенном освещении. В мутной амазонской воде практически невидимо. Это пиранья – мастер акустической охоты. В 2011-м французские ученые из CNRS зафиксировали, что Серасалмус спилоплеура производит 3 типа звуковых сигналов – щелчки, короткие серии ударов и низкочастотные гудения. Каждый из них соответствует определенному поведению – агрессии, предупреждению или координации атаки. Эти звуки производятся не голосовыми связками. Их не существует у рыб, а вибрации плавательного пузыря и скрежетом зубов. Вы не услышите ее приближения, но она слышит вас и переговаривается с остальными. Пигоцентрус пирая, пиранья пирая, крупнейший вид рода Пигоцентрус, длина до 50 сантиметров, вес до 3,5 килограмма. Ареал – бассейн реки Сан-Франциско в Восточной Бразилии, но отдельные популяции зафиксированы в Амазонке. Брюхо ярко-желтое, почти золотое. При взгляде снизу это существо выглядит как солнечный блик на воде, до тех пор, пока не открывает рот. Пигоцентрус пирая была описана еще Кювье в 1819 и долгое время считалась мифом среди европейских ученых. Слишком крупной, слишком агрессивной. Потом ученые приехали сами. Зубы этого вида достигают 4 мм в длину и расположены в один ряд, плотно, без зазоров, как пилка для металла. Давление укуса – один из наиболее высоких показателей среди всех современных костистых рыб. Пигоцентрус пирая атакует все, что движется – лягушек, птиц, упавших с ветвей, и задокументировано – людей.
Не от голода, от территориальности. Предпоследняя ступень. Колоссома макропомум. Паку – ближайший родственник пираний и самый крупный представитель семейства Serrasalmidae. Длина – до 90 сантиметров. Вес – до 30 килограммов. Это не пиранья в привычном смысле, но называть его безопасным – роковая ошибка, которую делают слишком часто. Паку питается преимущественно фруктами, упавшими в воду. Для этого природа дала ему зубы, которые выглядят пугающе знакомо. Плоские, квадратные малярного типа, способные раскусить орех бразильского дерева, одного из твердых в мире. Среди местных рыбаков существует поверье – никогда не купаться в период созревания фруктов. В это время паки особенно агрессивен. Он слышит всплеск падающего фрукта и атакует без промедления. В Папуа-Новой Гвинее, куда паки был завезен в 1990-х годах, зафиксировано несколько случаев нападений на мужчин, с последствиями, которые медицинская документация описывает максимально сдержанно. Природа не проводит различий между орехом и всем остальным, что по твердости и форме его напоминает. И вот мы у вершины, точнее у дна, потому что самое страшное существо нашего списка живет именно там, у дна, в иле, в темноте, в местах, куда не проникает даже рассеянный амазонский свет. Serrasalmus altuvei, пиранья Алтуве, открытая в 1962 венесуэльским ихтиологом Монте де Ока, и с тех пор остающийся наименее изученным из крупных видов семейства. Длина до 55 сантиметров, вес до 2 килограммов, тело массивное, почти горбатое в профиль. Окраска темно-серая, почти черная, с едва различимым темным узором, в донном или абсолютная невидимость. Serrasalmus altuvei – засадный хищник высшего уровня. Она практически не плавает, она лежит, часами прижавшись к донному субстрату, контролируя пространство вокруг исключительно через боковую линию и обоняние. Ее метаболизм в состоянии покоя настолько замедлен, что ученые первоначально принимали пойманных особей за мертвых. Она не тратит энергию зря. Она ждет, когда добыча оказывается в зоне досягаемости от 40 до 60 сантиметров. Serrasalmus altuvei совершает бросок, не серию движений, один, единственный, точный, скорость броска от 0 до максимальной за 80 миллисекунд. Не бросок хищника, хлопок капкана. 2019 год. Экспедиция Бразильского института ИНПА работала на реке Жауа, притоке Центральной Амазонки. Один из исследователей потерял в воде снаряжение и полез за ним. Он пробыл в воде менее 30 секунд. Когда его извлекли, на правой голени была рана, которую хирург в Манаусе впоследствии описал в своих записях как идеально ровный разрез по дуге, как инструментом. Никто не видел, что атаковало. Никто не слышал ничего, кроме единственного всплеска. Амазонка – это 7 миллионов квадратных километров водной системы. В ней обитает более 3000 описанных видов рыб. И ученые полагают, что еще тысячи не описаны. Каждый год в научных журналах появляются новые виды. Существа, которые жили рядом с человеком тысячелетиями, и которых мы не замечали, или не могли найти, или находили, но не понимали. Мы изучили 13 вариантов одной идеи. И всякий раз, когда мы думали, что понимаем, природа показывала нам новый инструмент, новую стратегию. Новый способ существовать в темноте и быть совершенным. Пираньи существуют около 25 миллионов лет. Homo sapiens – около 300 тысяч. Мы пришли в их воду вчера. По их меркам, мы гости, которые еще не осознали, что они вошли без приглашения. Сейчас, пока вы смотрите это видео, в амазонских водах идет та же охота, что шла 25 миллионов лет назад. В темной воде, без свидетелей, без звука, различимого снаружи. Капкан срабатывает, добыча исчезает, вода успокаивается за секунды, и ничто на поверхности не указывает на то, что произошло внизу. Именно это и пугает по-настоящему. Не зубы, не кровь, а тишина после. Если вы дошли до этой точки, вы уже думаете иначе об Амазонке.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать, какие еще кошмары скрывает природа. И помните, никогда не заходите в воду, если не уверены, что вы там одни. Хотя вы никогда не бываете там одни.